Всем привет! Вы на канале Django School. Меня зовут Михаил, и это первый урок из курса по Django 3. Перед тем, как приступить к разработке проекта, нам нужно понять, какая база данных у нас будет, то есть продумать ее архитектуру. Чтобы не пропустить новые уроки по Django, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Итак, давайте разберемся, какие таблицы и поля у нас будут, и как эти таблицы будут между собой связаны. У нас есть представление, какой проект мы делаем, и есть верстка. Мы можем сделать набросок нашей базы данных. Проработав изначально архитектуру базы, мы сможем в будущем написать верные модели и избавиться от ошибок. У меня уже есть список таблиц и полей, которые нам понадобятся. Давайте будем разбирать. Таблица категорий, которая содержит поля: имя, описание и URL. Фильмы: название, слоган, описание, постер – это изображение, кадры из фильма – это будет несколько изображений, год, страна, режиссер, актеры, жанр, премьера в мире, бюджет, сборы в США, сборы в мире, категория, URL и черновик, если выбрано данное поле, фильм на сайте не будет отображаться. Также у нас будут отзывы. Отзывы могут оставлять незарегистрированные пользователи. У нас будут поля email, name, текст и родитель. Это поле позволит оставить отзыв к отзыву. Теперь давайте разберемся, как нам правильно построить нашу BD. Каждый фильм будет принадлежать какой-то категории. К примеру, у нас есть категория фильм, мультфильм, аниме, короткометражное и так далее. Данное поле будет foreign key к нашей категории. Жанров и фильмов будет несколько, и это будет M2M, поэтому мы их вынесем в отдельную таблицу. Давайте я напишу данную таблицу. Обозначим поля как связи. У нас будут кадры из фильма, это будет несколько изображений, которые мы сможем добавлять. Вынесем также в отдельную таблицу. Так как кадры будут завязаны на фильме, поле к таблице фильмов уберем. Год и страну мы будем заполнять самостоятельно. Режиссеров мы вынесем в отдельную модель, для того чтобы можно было режиссера добавить к нескольким фильмам. Актеров у нас будет много, и мы хотим делать сортировку по ним, а также даже выводить информацию о них. Создадим для актеров отдельную таблицу, и это будет Many to Many. Премьеру в мире, бюджет, сборы в США и мире оставим неизменными. А вот рейтинг будет зависеть от наших посетителей. Добавим отдельную таблицу. Так как участвовать в рейтинге может любой посетитель сайта, запоминать будем по IP-адресу. Выбор оценки можем сделать двумя способами. Захардкорить модели или вынести в отдельную таблицу, чтобы у нас была возможность создавать n количество звезд. Рейтинг будет привязываться к определенной звездочке, и таким образом мы узнаем, какую оценку поставил пользователь. Поэтому поле оценка уберем. Рейтинг должен завязываться на фильме, поэтому поле рейтинга уберем, а в таблице рейтинга добавим поле. Давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас есть фильм, в котором следующие поля: название, слоган, описание фильма, постер, год, страна, режиссер мы будем выбирать из списка заранее добавленных в таблицу. Режиссеры: имя, описание, изображение. Актеры: M2M на таблицу актеров. Имя, возраст, описание, изображение. Жанры также отдельная таблица. Имя, описание, URL. Премьера в мире, бюджет, сборы в США, сборы в мире. Категория, в ней у нас имя, описание, URL. URL фильма и возможность оставить его в черновиках. Адрес фильма.
название, описание, изображение и завязка на фильме. Словое значение звезды рейтинга, рейтинг, IP-адрес пользователя, к какой звезде фильм привязан. Отзывы содержат имейл, имя, текст, привязку к другому отзыву и фильм, на который ссылаемся. В текстовом виде мы представили нашу базу данных и как должны быть взаимосвязаны таблицы. Но из текстового варианта не совсем понятно, как это должно выглядеть в самой BD. Предлагаю визуально представить нашу таблицу, чтобы было наглядней. Я буду пользоваться онлайн-редактором. Приступим к созданию нашей базы данных. Вот так на схеме выглядит наша база. Теперь мы представляем, какие будут поля и связи между таблицами. Но во время создания таблицы в редакторе я понял, что нужно изменить модели режиссеров и актеров, объединив в одну таблицу. Таким образом, мы сможем выбрать несколько режиссеров к фильму и избавимся от лишней модели. Также я укажу типы наших полей. Вопросы и предложения оставляйте в комментариях или в нашей группе ВКонтакте и Telegram. На этом урок закончен. Всем спасибо. До встречи.